Всем кут, дорогие кукушки. Что я несу? Неважно. Сегодня я решил поэкспериментировать со своими экскрементами и сделать развлекательно-образовательный видеоприкол про самый главный хот-тейк 2022 года, а именно нейросети. Вообще, что это такое и с чем его едят? Добрые 99 и еще дохуя раз 9 после запятой процентов населения Земли вообще в душе не ебут, что это за научно названная кракозябра. А оставшиеся часть только Как в целом я... лишь делать вид, что шарит, что это вообще за залупа. Даже программисты, кто это дело пишет, не понимают, что они вообще делают. Сегодня мы разберемся, что это такое, зачем оно вообще есть, и почему те, кто пишет себе в профиле, что они AI-художники, редкостные дегенераты, каких поискать надо, и почему те, кто пишет, что AI искусственно надо запретить, дегенераты не в меньшей степени. Поехали! Давайте сразу расставим все точки над «ё». Нейросети — это сложный аналитический алгоритм, созданный с целью нахождения и распознания образов, закономерностей и объектов. В качестве примера можно привести, например, нейросеть, которая может найти кошку или собаку на фотографии. Из подобных штук можно вспомнить Google Lens, Samsung Bixby Vision, Apple Siri и разработки от других компаний, но эти самые известные. Все эти штуки работают на базе нейросетей, однако в 2022 году взорвали инфополе не данные алгоритмы, а нейросети Midjourney, DALL-E 2 и ChatGPT. Они не являются нейросетями в типичном смысле этого слова и состоят из целого комплекса нейросетей. В случае с Midjourney и DALL-E 2 это как минимум две нейросети. Одна ищет изображение из списка исходников, а вторая на основе результатов поиска первой нейросети создает изображение. И вот тут весь камень преткновения с данной ситуацией, ибо по сути нейросеть не создает новую работу. В целом, как и человек, но всем на это глубоко В общем, по этой причине, господа AI-художники идут прямиком на хуй. А теперь почему и те, кто против AI-искусства, тоже идут на хуй. Дело в том, что по сути они образовали нейросеть искусственным интеллектом, но есть один маленький нюанс. В нейросети искусственное, понятное дело, есть, ибо она сама по себе создана человеком, а вот интеллекта в ней так же мало, как и мало его у самих же художников, которые это пропагандируют. Открою вам малюсенькую тайну, но искусственного интеллекта что в 2022, что в 2023 году от Рождества самого наивного челика в истории не существует. Есть, конечно, так называемые ИИ-системы по типу IBM Watson, но у них интеллекта примерно 12%. Ну да ладно, дислексия проблемы уже отныне глобальная. Ну вот вопрос для таких художников. Что делать, если ты делаешь контент, где арт не является конечной целью, а именно частью повествования, как в случае, например, с музыкой в видеороликах. Условно говоря, я делаю визуальную новеллу, а денег на художников у меня не очень много. Причем основной фокус у меня именно на сюжете, то есть новелла будет без какого-то большого количества анимаций, и в основном там будут лишь статичные картинки. Мне тупо будет дешевле кинуть необходимый мне запрос нейросети, получить пускай не с первого раза, но подходящий мне результат. Плюс нейросеть генерирует картинки менее чем за минуту. А сколько будет делать работу художник и сколько будет он ее переделывать? В среднем начиная от нескольких часов и далее по нарастающей, а нейросеть за это время сгенерирует сотни, если не тысячи картинок, из которых тебе хотя бы одна понравится, следуя хотя бы элементарной теории вероятности. Небольшой автоп на тему господ, которые выставляют работы нейросетей как свои. Да, они гондоны, их надо гнать санными тряпками. В этом я с художниками солидарен. Нюанс, правда, в том, что определенная часть комьюнити художников боится не того, что появятся псевдохудожники, а боится, что к ним тупо не придут люди, заказывая картинки, ибо в основном они рисуют не то, что не может нарисовать нейросеть, а достаточно банальную композицию. Если раньше они могли спокойно сидеть на попе ровно и курить бамбук, рисуя простейшие рисунки за деньги, то сейчас за такие работы они получат разве что хуй с маслом. Потому большое количество художников объединились в едином порыве каловой массы из анального отверстия Олега Газманова и пошли крестовыми походами на компании, специализирующиеся в области разработки нейросетей. Многие еще говорят, что то, что рисуют нейросети, не является искусством, ибо они не проходят через этап получения вдохновения, так как нейросети не обладают самосознанием. В целом, смысл в этом высказывании есть, но только я слабо уверен, что условный R34 Arts Tiffany из Final Fantasy или Arts накачанный орка-женщиной с пенисом требует в принципе какого бы то ни было вдохновения, если мы говорим о классическом значении этого слова. А теперь, когда вы уже успели забыть про то, что я ранее упоминал в видосе нейросеть ChatGPT, переходим к ней. Это воистину любопытнейший кусок кода, ибо данная нейросеть способна на такие лексические приколы, которые вообще никому не снились. Данная нейросеть способна осмысленно отвечать на вопрос пользователя на нескольких разных языках. Среди них есть английский, русский, немецкий и много других языков. А помимо всего прочего, она умеет логические рассуждения, кои не подвластны среднестатистическому жителю Твича или Ютуба, например. Плюс она может писать код. И вот тут перехватчика сжалась до такого состояния, что туда даже и VPC не пролезет стропот. В общем, очень любопытный и прикольный инструмент, который в теории даже сценарий может спокойно написать. Короче, постепенно нас всех заменят нейросети, с этим уже пора смириться. Ибо сейчас рисуют за нас нейросети, диссертации в ВУЗе пишут уже тоже нейросети, развлекают нас ютуберы. Правда, сейчас за лейком аниме-девочки в основном скрывается человек, отдаленно напоминающий меня по габаритам примерно год назад. Но и скоро и их даже заменят нейросети. Мораль всего видео такова. Расслабьте очко. Это уже не остановить. Пока.